Атмосфера на стадионе и без того была наэлектризована, но то, что произошло в тот вечер, добавило совершенно неожиданный слой к и без того незабываемому концерту. Мировой тур Эрранг дарил зрителям момент за моментом невероятной интенсивности, мощные выступления, взрывная хореография и вокал, эхом разносившийся далеко за пределы зала. В центре всего этого стоял Чон Чингук, покорявший сцену своим почти нереальным присутствием. Каждое движение, каждая нота, каждое выражение лица, казалось, все глубже погружали публику в происходящее. Фанаты кричали, подпевали и замирали в ожидании каждой секунды, словно время замедлилось на мгновение. Но где-то в толпе происходило нечто иное, нечто более тихое, но столь же мощное. Среди множества лиц в зале были две фигуры, которые, хотя и не сразу были узнаваемы всеми, вскоре окажутся в центре внимания в интернете. Это были не просто обычные фанаты. Это были сами айдолы, участницы одной из самых обсуждаемых дебютных групп YG Entertainment, Baby Monster, а именно Чикита и Ахён. Сначала они, как и все остальные, слились с толпой, одетые в повседневную одежду и полностью сосредоточенные на сцене. Они наблюдали, как Чингук продолжал выступать одно за другим с неудержимой энергией. Но вскоре находящиеся рядом фанаты заметили кое-что. Все началось во время одного из самых напряженных моментов концерта. Музыка резко ускорилась, хореография стала более отточенной, и Чингук вышел вперед, готовясь к вокальному моменту, который уже стал одним из самых ярких событий тура. Когда он запел, его голос поднимался все выше и сильнее, толпа взорвалась аплодисментами, и они тоже. Глаза Чикиты мгновенно расширились, ее лицо озарилось чистым изумлением. Она не пыталась это скрыть. Ее реакция была искренней, настоящей и совершенно нефильтрованной. Она слегка наклонилась вперед, словно пытаясь впитать каждую деталь, каждую ноту, каждую секунду выступления. Рядом с ней Ахён отреагировала иначе, но также бурно. Она замерла не от замешательства, а от благоговения. Ее взгляд был прикован к сцене, губы слегка приоткрылись, словно она не могла поверить своим ушам. Как человек, известный своими навыками в рэпе, вокале и танцах, ее реакция имела особое значение. Это была не просто реакция фаната, наблюдающего за выступлением, это была реакция артиста, осознающего нечто необыкновенное. Фанаты это заметили. Телефоны быстро повернулись к ним. Начали появляться видеоролики, запечатлевшие их реакции, сначала небольшие, затем более целенаправленные. Как Чикита восторженно хлопала в ладоши после высокой ноты. Как Ахён слегка кивала, словно признавая техническую точность вокала Чингука. Это были непреувеличенные реакции. Они не были постановочными. Они были настоящими, и именно это делало их такими сильными. В течение нескольких минут эти видеоролики начали распространяться в социальных сетях. То, что начиналось как простая запись фаната, превратилось в вирусный момент, когда фанаты по всему миру делились, комментировали и анализировали каждое выражение лица и движение. Это Чикита? Подождите, Ахён тоже там. Они выглядят такими изумленными. Это уважение между айдолами. Сюжет развивался быстро, потому что наблюдать за реакцией айдолов друг на друга, особенно на таком уровне, создает уникальное чувство восторга. Это разрушает привычные границы, показывая более человечную и тесную связь между людьми в индустрии. По мере продолжения концерта реакции Чикиты и Ахён стали еще более заметными во время мощного танцевального номера. Чикита не могла сдержать широкой улыбки, ее энергия почти отражала энергию окружающих ее фанатов. Она слегка двигалась в такт, явно наслаждаясь каждой секундой. Ахён, тем временем, оставалась более сдержанной, но ее взгляд не отрывался от сцены, сосредоточенной, внимательной, впитывающей все происходящее. Во время особенно эмоционального вокального фрагмента Чингук взял настолько сильную и контролируемую ноту, что весь стадион, казалось, замер. В этот момент реакция Ахён говорила сама за себя. Она поднесла руку к лицу, ее выражение смягчилось, в глазах отразилась смесь восхищения и недоверия. Это было негромко. Это не было драматично. Но это было реально, и фанаты это почувствовали, потому что такие реакции не нуждаются в преувеличении.
Они говорят сами за себя. По мере распространения видеороликов фанаты начали сравнивать свои реакции с реакциями зрителей. И хотя все были явно впечатлены, в реакциях Чикиты и Ахён было что-то особенное, более глубокое понимание, признание усилий, вложенных в выступление, техника, контроль, годы практики, которые привели к таким моментам. Они знали, что нужно, чтобы стоять на этой сцене, выступать на таком уровне, обладать таким присутствием. Это сделало их реакции еще более значимыми. По мере развития событий вирусное распространение только усиливалось. Фан-аккаунты начали создавать подборки, демонстрирующие все реакции двух участниц Baby Monster, сравнение бок о бок, замедленная съемка, подписи, подчеркивающие их выражение лиц. Все это лишь усиливало растущее внимание. Это так трогательно. Они выглядят как гордые младшие коллеги. Видно, как сильно они его уважают. Разговор перешел от простого удивления к чему-то более эмоциональному, потому что люди были свидетелями не просто восхищения, они были вдохновением. И, возможно, это было самым сильным моментом. В индустрии, часто определяемой конкуренцией, такие моменты напоминают людям о чем-то важном, о связи, уважении и общей страсти. Вернувшись на стадион, когда концерт подошел к финалу, Чингук снова стоял в центре сцены, исполняя последнее мощное выступление. Энергия была на пике, толпа кричала громче, чем когда-либо, атмосфера была полностью поглощена моментом. А в толпе Чикита и Ахён все еще смотрели, все еще реагировали, все еще были полностью погружены в происходящее. Когда прозвучала последняя нота и концерт подошел к концу, весь стадион взорвался аплодисментами и ликованием. Фанаты ликовали, их голоса эхом разносились по ночи, запечатлевая последние мгновения незабываемого события. И среди них двое восходящих айдолов тихо стояли, впитывая все происходящее, не как исполнители, не как знаменитости, а как фанаты, как артисты, как люди, ставшие свидетелями чего-то, что, вероятно, надолго останется в их памяти. Когда свет начал гаснуть, а толпа медленно расходиться, вирусные видеоролики продолжали распространяться, достигая аудитории далеко за пределами стадиона. Фанаты, которые не присутствовали там, пережили этот момент через эти реакции, соприкоснувшись с подлинностью запечатленного. Потому что иногда самые сильные моменты происходят не на сцене. Иногда они происходят в толпе, те, которые показывают, насколько глубоко выступление может повлиять не только на фанатов, но и на коллег-артистов. И по мере развития истории становилось ясно одно: дело было не только в выступлении Чингука. Дело было не только в реакции Baby Monster. Речь шла о том, что происходит, когда талант встречается с признанием, когда опыт встречается с восхищением, когда один артист вдохновляет другого. Под этими софитами, в окружении тысяч голосов, связь была неоспорима: общее понимание, молчаливое уважение и напоминание о том, что великолепные выступления не просто развлекают. Они вдохновляют. Этот момент распространяется повсюду. Во время мирового турне BTS RRNG фанаты заметили нечто неожиданное в толпе. Участницы группы Baby Monster, Чикита и Айен, наблюдавшие за концертом, в прямом эфире отреагировали на мощное выступление Джона Чингука. И их реакции говорят обо всем, от шока до чистого восхищения. Вы можете ясно видеть, как вокал и сценическое присутствие Чингука оставили их совершенно безмолвными. В тот момент, когда концерт закончился, видеоролики с реакциями Чикиты и Айен мгновенно заполонили ленты новостей всех пользователей. Эти короткометражные видеоролики пересматривали снова и снова, увеличивали масштаб, замедляли и добавляли подписи, чтобы подчеркнуть каждую мелочь, спонтанные аплодисменты, то, как их взгляды не отрывались от сцены, и это явное выражение «я не могу в это поверить», когда Чингук взял чистую, мощную высокую ноту. Люди начали говорить, что это не просто вирусный контент, это редкий момент, когда камера запечатлела настоящее, нефильтрованное восхищение. Что сделало разделы комментариев еще интереснее, так это то, что это были не просто обычные фанаты, реагирующие на происходящее, это были коллеги-айдолы. Разговор быстро перешел к разговору артистов, как Чингук контролировал дыхание во время самых сложных моментов, как его вокальный контроль оставался стабильным даже сразу после интенсивной хореографии, и как его сценическое присутствие, казалось, запечатлело на месте весь стадион.
Ахён выглядела так, будто анализировала каждую деталь, в то время как Чикита не могла скрыть своего восторга, и этот контраст стал доказательством того, что выступление не просто развлекало. Оно вдохновляло. И самым впечатляющим был контраст. С одной стороны, Чингук один на огромной сцене под огромным давлением, под пристальным взглядом тысяч людей и их голосов. С другой стороны, два начинающих айдола стоят в толпе, переживая все как обычные фанаты. Многие писали, это похоже на то, как новое поколение становится свидетелем стандартов, установленных предыдущим. В индустрии, которая часто выглядит конкурентной со стороны, этот момент ощущался освежающе, как напоминание о том, что уважение и обучение по-прежнему лежат в основе всего. Естественно, фанаты начали строить предположения. Было ли это доказательством того, что Бэйби Монстер действительно видит в Чингуке образец для подражания? Пришли ли они на концерт, чтобы изучить сцену вблизи? Официального заявления не было, но именно поэтому момент казался таким реальным. Потому что без единого слова их выражения лиц говорили все: мы смотрим, мы учимся, и мы поражены. И именно поэтому эти видеоролики продолжали распространяться, не из-за драмы, а из-за их искренности. В итоге, вирусная реакция на выступление Чикиты и Ахён не просто добавила ажиотажа шоу, она подчеркнула, насколько мощным может быть выступление, когда его качество действительно доходит до людей. Даже другие исполнители. Теперь ваша очередь. Что, по-вашему, выступление Чингука произвело на них самое сильное впечатление и заставило замереть от восторга? Его вокал, хореография или его аура? Поделитесь своими мыслями в комментариях, и если хотите, я могу также разобрать самые трогательные моменты из этих видеороликов.